Привет, друзья! Прямо сейчас в Европе разворачиваются события, которые мы с вами почувствуем на своих кошельках. Ситуация становится напряженной сразу по двум направлениям. Сначала о ценах на жизнь. Напряжение вокруг Ирана снова толкает вверх стоимость нефти и газа. Мы в Германии это уже видим на табло заправок. Бензин и дизель приближаются к высоким уровням, а за ними неизбежно тянутся счета на отопление и продукты в супермаркетах. Пока политики обсуждают стратегию и совместные закупки, рынок выставляет нам новые счета. И сразу вторая важная тема. В Брюсселе решили усилить контроль за хитрыми этикетками. Начинается серьезная проверка и регулирование для надписи «Сделано в Европе». Хотят закрыть лазейку, когда товар почти полностью делают в Азии, а здесь только прикручивают последнюю гайку и клеят красивый штамп. Для немецких заводов это шанс на выживание, но для нас с вами это шанс увидеть изменения в цене привычных товаров. Какие товары могут подорожать и на что нам с вами стоит обратить внимание в магазинах? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Друзья, ну что, дождались? Если вы заезжали на заправку последнюю пару дней, то наверняка почувствовали резкое неприятное удивление. В Германии снова заговорили о том, что конфликт вокруг Ирана – это не просто картинка в телевизоре, это реальность, которая теперь касается каждого водителя и каждой семьи. Цены на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке резко пошли вверх. И вот результат. На многих заправках бензин и дизель впервые за долгое время побили психологическую отметку в 2 евро за литр. Даже обычный Е10 сейчас опасно балансирует на этом уровне, а дизель в некоторых регионах стоит еще дороже. Мы с вами должны понимать, эти цифры не просто скучные графики на бирже в Лондоне или Нью-Йорке. Это наши с вами деньги. Считайте сами, если литр подорожал всего на 10-20 центов, то для обычной семьи, которая просто ездит на работу и возит детей в школу, это дополнительно 20-30 евро в месяц из ниоткуда. Вроде бы мелочь, но за год набирается приличная сумма, которую вы могли бы потратить на отпуск или на подарки. И это только верхушка айсберга. Но давайте честно, заправка это еще полбеды. Энергетическое давление распространилось совершенно дальше. Резко выросла стоимость отопления, особенно для тех, у кого дома стоят системы на печном топливе. Платежки за газ тоже обещают быть интересными, а теперь самое важное то, что многие упускают. Когда дорожает энергия, дорожает все. Грузовик, который везет хлеб в ваш магазин, заправляется тем самым дорогим дизелем. Завод, который печет этот хлеб, тратит больше на электричество и газ. В итоге, правильно, мы видим новые ценники в супермаркетах. Эксперты уже предупреждают, если так пойдете дальше, подорожает все, от обычной минералки до обеда в вашем любимом кафе. Это и есть та самая инфляция, которая съедает наши зарплаты. Почему же мы так зависим от клочка воды на другом конце света? Суть в том, что через Ормузский пролив проходит 20% мировой нефти. Трейдеры – это народ пугливый, вы знаете, как только там появляются угрозы или резкие заявления, они сразу закладывают риски в цену. Они страхуются, а платим за эту страховку мы с вами прямо здесь, в Мюнхене, в Берлине или Гамбурге. Канцлер Фридрих Мерц сейчас постоянно напоминает, Германия должна снижать эту зависимость, нужно быстрее переходить на свои источники энергии. И знаете, сейчас эти слова звучат как никогда остро, потому что каждый раз, когда на Ближнем Востоке вспыхивает конфликт, мы оказываемся в заложниках у мировых цен. А Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе снова призывает все страны Европы закупать энергию вместе. Она пытается создать своего рода такой вот щит, чтобы такие скачки цен не так сильно отражались на людях. Это уже не просто разговоры экономистов в галстуках, это реальная попытка спасти уровень жизни в Европе от резкого падения. Друзья, ситуация становится все напряженнее, мы видим, как одно событие в Персидском заливе меняет жизнь обычной немецкой семьи. Я хочу спросить вас, какая цена за литр бензина станет для вас той точкой, когда вы скажете «все, пересаживаюсь на общественный транспорт», или вы уже начали экономить? Напишите в комментариях, как изменились ваши счета за последнее время. Следующая новость одна из самых важных. Я хотел бы вас спросить, также вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле написано на коробке вашего нового пылесоса или даже в документах на машину? Мы привыкли доверять надписи «Сделано в Европе», «Сделано в Германии». Нам кажется, что это гарантия качества, экологичности и того, что деньги пошли на зарплаты европейским рабочим. Но у меня, друзья, для вас плохие новости. Сегодня эта маркировка часто превращается в обычный маркетинговый трюк. И прямо сейчас в Брюсселе и Берлине разворачивается жесткое противостояние за то,
чтобы вернуть этой фразе честный смысл. Давайте разберемся, почему это касается каждого из нас. Когда мы заходим с вами в магазин электроники или автосалон, Еврокомиссия вышла с жесткой инициативой. Суть простая. Хватит пускать пыль в глаза. Сейчас как происходит? Берется товар, на 90% сделанный в Китае или Вьетнаме, привозится в Европу, тут в него вкручивают ровно два болта, клеят этикетку и вуаля, перед вами европейский продукт. Новая идея Европейского Союза – это ввести жесточайшие требования, чтобы получить заветный штамп. Сделано в Европе. Товар должен быть действительно произведен здесь, от идеи до финальной сборки из местных комплектующих. Это ответ на агрессивную конкуренцию из Азии и Соединенных Штатов Америки, где производство дешевле просто потому, что там копеечная энергия и другая стоимость труда. Для нас в Германии это вопрос выживания. Мы с вами видим, что происходит. Счета за свет на заводах растут, зарплаты рабочих одни из самых высоких в мире, и тут на рынок заходит условно микроволновка или автозапчасть, которая выглядит так же, но стоит в 2 раза дешевле и при этом хитро маскируется под европейское качество. Наши заводы в Баварии и Саксонии просто не могут конкурировать по цене, если правила игры нечестные. Если мы не защитим свою этикетку, немецкое качество превратится в красивый миф из прошлого. Канцлер Фридрих Мерц в своих последних выступлениях говорит об этом максимально прямо. Он понимает, если Германия превратится просто в склад для переклейки этикеток, мы потеряем все. Мы потеряем рабочие места, а это наши с вами зарплаты. Мы потеряем технологии, потому что зачем изобретать, если можно просто купить дешево. И в итоге мы потеряем статус промышленного лидера. Мерц настаивает, сделано в Европе должно стать знаком того, что вещь стоит своих денег, потому что в нее вложен труд европейского инженера и рабочего. Это попытка защитить нашу индустриальную базу, пока она окончательно не переехала в другие страны. Но давайте посмотрим на ситуацию более шире. Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так активно продвигает эту идею именно сейчас? Ответ здесь простой и жесткий. Мир стал слишком непредсказуемым. Мы с вами понимаем, как это было. Сначала пандемия парализовала поставки, потом энергетический кризис из-за международного конфликта. Европа вдруг осознала, что мы критически зависим от заводов в Китае и Юго-Восточной Азии. Если там чихают, у нас в Германии останавливаются контейнеры. Фон дер Ляйен прямо говорит, сделано в Европе, это не только про качество, это про нашу безопасность. Если товар сделан здесь, у нас под боком, то никакие блокировки портов на другом конце света нам не страшны. Стабильность поставок – вот новая валюта современного мира. Звучит красиво, правда? Но в деловых кругах Германии сейчас, честно говоря, легкая паника. От Баварии до Северного Рейна в Вестфалии производители схватились за голову. Почему? Да потому что доказать происхождение каждой гайки, каждого чипа в сложном приборе – это бюрократический ад. Многие компании десятилетиями выстраивали цепочки, что-то из Кореи, что-то из Тайваня, сборка в Саксонии, и теперь им говорят, либо меняйте поставщиков на европейских, а они дороже, кстати, либо забудьте про престижную маркировку. Для многих средних предприятий это означает огромные расходы на проверки, сертификаты и юристов. И мы с вами должны понимать, эти расходы компании не возьмут на себя, нет, они переложат их на кого? Правильно, на нас с вами. Давайте подведем итог, как эта битва за этикетку отразится на нашей жизни. Тут есть две стороны медали. Первая – это цена. Готовьтесь к тому, что часть товаров, которые раньше считались европейскими, либо подорожают, либо вообще исчезнут с полок, потому что не пройдут проверку на честность. Импорт станет дороже из-за пошлин, а чисто европейское производство всегда стоило и будет стоить больше, вы это знаете. Вторая – это поддержка своих. С другой стороны, покупая товар с честной надписью «Сделано в Европе», вы будете точно знать, ваши деньги пошли на зарплату соседу рабочему, на налоги в ваш город и на экологические стандарты, а не на поддержку дешевого труда где-то там в Азии. Потребитель в Германии все чаще делает выбор именно в пользу стабильности и долговечности. Сейчас ключевой вопрос уже не в политике, а в элементарной математике. Сможет ли Европа не просто красиво говорить о поддержке своего производства, но и создать те условия, чтобы эти товары были нам по карману? Сможем ли мы быть конкурентоспособными, когда вокруг такая нестабильность? Это вызов, на который нам придется отвечать в ближайшие годы. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца. Напишите в комментариях, для вас важно, чтобы вещь была сделана именно в Европе или цена все-таки важнее. Будет интересно почитать ваши мысли. Берегите себя. До встречи.